Майкл Уоррен всю жизнь строил бизнес на расчете, контроля и умении предвидеть риски. Эти же принципы он перенес и в личную жизнь, особенно после трагедии, которая изменила все. 3 года назад его сын, 13-летний Дэниел, оказался в инвалидном кресле после аварии в Чикаго. Водитель проехал на красный свет. Повреждение позвоночника лишило мальчика возможности ходить и разрушило уверенность Майкла в том, что деньги способны защитить от всего. Дом наполнился врачами, реабилитологами и сиделками. Одни были внимательны, другие – равнодушны. Майкл слишком часто замечал усталость в голосе, резкие движения, формальное отношение. Так в доме появились скрытые камеры, не ради безопасности имущества, а ради сына. Но со временем Майкл почти перестал их смотреть. Видеть боль Дэниела изо дня в день было невыносимо. Когда предыдущая помощница уволилась, Майкл нанял новую, Анну Моралес. Ничего примечательного, спокойная речь, простой опыт, короткие рекомендации. На собеседовании она задала всего один вопрос. Он любит музыку? Первую неделю ничего особенного не происходило. Анна четко соблюдала режим, готовила, убирала. Майкл пропадал на работе. Зато Дэниел менялся. Он стал задерживаться рядом с ней, когда она тихо напевала на кухне. В его взгляде появилась живость, давно забытая. Однажды Майкл вернулся домой раньше обычного и почти машинально включил камеры. То, что он увидел, выбило его из колеи. Анна сидела на полу рядом с креслом Дэниела. Они не говорили, не делали упражнений. Она просто дышала в одном ритме с ним. Потом начала едва слышно отбивать такт пальцами по полу и дала мальчику деревянные ложки. Сначала неуверенно, потом смелее Дэниел стал повторять. Родился ритм. И вдруг смех. Настоящий, свободный. Майкл понял, он не слышал его уже много месяцев. Позже камера показала, как Анна укрывает Дэниела и говорит: «Ты не обязан быть сильным всегда. Можно устать. Я рядом». С этого вечера Майкл стал смотреть чаще. Он видел, как она читает ему не детские книги, а приключенческие романы, обсуждает выбор героев. Как продолжает занятия после ухода специалистов, превращая усилия в игру, а не в обязанность. Но решающим стал другой момент. Ночью Дэниел плакал и говорил, что ненавидит свое кресло и чувство застрявшей жизни. Анна не стала его переубеждать. Она сказала: «Я знаю». Положила его руки себе на ноги и медленно прошлась на месте, описывая каждое движение. Это тоже движение. Оно другое, но оно есть. Дэниел успокоился. А Майкл понял, все его меры защищали сына от боли, но не давали надежды. Наутро он признался Анне в камерах и в том, что видел. Предложил повышение, контракт, любые условия. Она отказалась. «Просто позвольте мне быть рядом с ним», — сказала она. «Не как работа, как обещание». С тех пор камеры остались, но Майкл смотрел их уже не из страха, а чтобы учиться. Дэниел занялся реабилитацией с новым упорством, не потому, что ждал чуда, а потому, что понял, он больше своей утраты. Дом изменился. В нем снова появился смех. А человек, который считал контроль лучшей защитой, понял, иногда настоящая безопасность начинается с доверия.